Здравствуйте, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода, с нами сегодня Женя. Жень, расскажи, про что сегодня людям обзор будем делать? На что? Это помповое ружье Бенелли Нова. Помповое ружье Бенелли Нова. Пожалуйста, Жень, расскажи вкратце, покажи, что здесь, куда, как и так далее, пожалуйста. Ну, что здесь рассказывать? Это помповое ружье. Патронник здесь у нас 89-й. Рассчитан на патрон Супер Магнум. Угу, классно. Короткий дробовик. Ствол у него с постоянный цилиндр, по-моему. Ага. Коротенький, ухватистый. В принципе, я его брал как оружие для дома. Ага. Вот. Если ко мне придут плохие дядьки, у меня стоит всегда помпа. То есть она безотказно, ручное перезаряжание позволяет досылать вручную. Никаких осечек я на полуавтомате, никак на полуавтомате не будет. Да. Поэтому, да. ну, такое классическое ружье. Так, давай, Жень, пройдемся по функциям. Это у нас предохранитель. Предохранитель стандартно, да, под указательный палец. Угу. Это у нас разделитель. Да, он самый. Ага, ребят, расскажем, для чего разделитель нужен. Разделитель у нас, соответственно, позволяет, нажав его, мы можем разрядить помповое ружье, скажем так, не производя выстрел. Да, но здесь еще можно разъезжать его. Тут еще так через можно. Патронник, Жень. да. Ага. Ну, сейчас не получится, потому что флажок стоит. Да. Так, здесь у нас на цевье имеется перехватыватель. То есть ситуация какая? У меня дробь находится в патроннике, мне нужно картечь либо пулю. Нажимаю перехватыватель, отвожу затвор назад, патрон, соответственно, вылетает, новый не подается на волток. Кидаю патрон в окно, досылаю, у меня внутри картечь, пуля, что-нибудь там по желанию. Шикарная вещь. Я, честно говоря, сейчас первый раз вообще про это в жизни слышу. Хотя я уже думал про себя, что я в них шарю. И вот для меня что-то такая новое неплохая функция у него. Изначально в базе здесь идет патронник на 4 патрона 70-ки плюс один в ствол. Ага. В патронник. Я поставил уже непосредственно удлинитель. Сейчас у меня помещается 7 в магазин. Хочу сказать точно так же, как у меня в МРке, я также все сделал. Другой обзор на это посмотрите. Так, Жень, значит, у нас здесь короткий 510 на ствол. Здесь нет, здесь 61, по-моему. 61 даже? По-моему, да, я не помню, уже врать не буду. Здесь все не по-нашенски. Все не по-нашенски. И мы плавно переходим к следующему вопросу. Чье это производство Бенелли? Италия. Италия. Это итальянка, так я ее называю, итальянка. Итальянчик, хорошая. Да, у меня китаянки, итальянки дома. Эх ты какой. Жень, плавненько добираемся. Что ты здесь менял, кроме... Ничего, все в базе, то есть все в базе меня устраивает. Ага. Очень плавное, нежное ружье, то есть стрелять одно удовольствие. Жень, ты сюда намеренно не ставил дополнительные для патронов, да? Я пытался найти, честно сказать, интересная штука, да, но я ее не нашел. Просто подходящий именно под Бенелли. Да, именно, потому что моделька-то вообще она старая, Бенелли Нова, то есть после нее уже пошла Супер Нова. Супер Нова, да, я вот нашел про них. Вот, ружьишко. Про него информации-то особо и не найдешь в интернете. Вот, я пытался найти, честно говоря... разница между новой и суперновой там минимальная, то есть они еще лучше сделали, но меня и здесь все устраивает. Хорошо. Так, Жень, за сколько ты ее покупал? Я его взял у братишки за 20 или 25 тысяч рублей. С настрелом 35 выстрелов. Новое. Новое Будем ружье, говорить откровенно, новое совершенно ружье. новое ружье. Сколько сейчас оно стоит, Жень? Я что-то... Сейчас я как-то ради интереса на рынке БУ искал, 80 рублей примерно оно стоит. 80 тысяч рублей оно стоит. Да, 60-80 такие цены. Жень, были. Крепления здесь были эти? Это все штатное, да, Это очень, всё кстати, штатное. вот антапки очень простые и интересные. Откручивается, нажимается, снимается. То есть снять антапку, если она тебе не нужна, там дело 2 минут вообще. Я бы, да. То есть опять же продуманная конструкция. Жень, почему ты именно это ружье решил выбрать из ряда других? Вообще у меня уже на тот момент был МР-153 полуавтомат. Почему-то вот в помпе у меня лежит душа, мне нравится вот непосредственно конструкция, да, опять же из детства, из боевиков, вот это вот заряжание, где были Ремингтоны. Классно, и когда подвернулся такой вариант, я решил его не упускать. Тут, то есть, совпало. Да, совпало мысли, и хотелка, и вариант вариант подвернулся, поэтому... Ага. Жень, что-то у тебя уже ломалось с ним? Нет, а чего не сломаться? Ломаться нечему, да? Все Да. просто, понятно. Да, вообще здесь все очень удобно и просто. Здесь даже полностью вот УСМ, 2 пина вытаскиваешь, УСМ снимается. Это мы сейчас, чуть позже покажем, как примерно все это разбирать и обслуживать. Жень, кому бы ты рекомендовал вот это ружье? Да ружье, с него можно стрелять в соревнования. Для дома, в принципе, для защиты, да, если вы считаете, что там, не дай бог, что может с вами случиться, пожалуйста, для дома.
Для охоты, в принципе, оно тоже пойдет, хоть и ствол короткий, как бы, ну. Если ты с головой и стреляешь, как бы. Ну, то есть первым ружьем, в принципе, нормально. Отлично. Не Отлично. нормально, отлично. То есть первым ружьем отлично. Так, Жень, настрел у тебя какой с него? У нас сейчас порядка 500 выстрелов. То есть, 500? вот помнишь же, Ага. мы здесь туган стреляли? Конечно, да? В основном, конечно. вот, как бы, здесь я уже и начал с него пулять. Ага, то есть ты с ним не охотился, только Не, соревнования? для охоты у меня есть ИЖ-27, опять же. О, да, вещь Классика. хорошая, классика. 87-й год. О, мы тоже обязательно снимем это. Соответственно, только соревнований 500 где-то выстрелов. Ну да, вот считай, у нас прошел туган здесь на ранчо, вот мы Ага. все его отстреляли, порядка 500 выстрелов я с него здесь настрелял. Слушай, отлично. Ну, то есть, по сути, это ружье уже еще только рождается. Скажет, что такое 500 выстрелов да, для... да, тем более для а, такой хорошей штуки, как Бинелли, это Да, Бинелли штука хорошая. еще даже обкатку не прошла. Хорошо. Так, по поломкам мы определились, что у нас ничего пока не ломалось за 500 выстрелов. Значит, 500 выстрелов. Жень, боеприпас. Что тебе нравится? Ну, к дробовику, наверное, сложно сказать, что лучше, что нет. Что тебе нравится? Ну, я стреляю с него дробью, как бы на соревнованиях. Грамм да, сколько? мелкой. 28-я спортинг. Ну, спортинг. Да, Именно да, спортинг. восьмерочка. Ага. И у меня к нему вот здесь резина. То есть Ага. именно, опять же, как ружье для дома, Мгм. травматические патроны. Вот чего. Мгм. Понял. У тебя, Вот то есть, ага. Это прям, говорю, домашний защитник. Жень, по тюнингу, как он, тюнингопригодный вообще? Ну вот мы выяснили, что эту ты не нашел. Да, эту я не нашел. Ну а какой на него тюнинг? Ну, на самом деле, если честно, Тут да. коробка цельная с прикладом, то есть пистолетную рукоятку ты сюда уже не поставишь. Вот. Важный нюанс. Видишь, я, кстати, на это внимание не обратил. Нет, Ты вот сейчас она сказал. цельно-пластиковая, с полимера сделана. Ага. То есть. Соответственно, сюда можно, я думаю, какую-то нахлобучку, если кому мало расстояния. Ну да, то есть вот этот тыльник, он съемный, здесь он резиновый вставка, то есть можно Мгм. поменять. Там в свое время, когда здесь стоял фонарь тактический, к нему был ключ, то есть он там же внутри у меня хранился, здесь полость. Ага. То есть там можно запихать ветошь, там протереть, мало ли, там, если тебе какой-нибудь, ну, если Здорово. на охоту собираешься ходить в лес. Здорово. Так, ну да, поскольку ствол у нас короткий, объясним людям, то все-таки пулевая стрельба уже 30, наверное, 50 метров максимум. Здесь даже мушка целик стоит, то есть, видишь. Ага, То есть для отлично. оружия это не характерно. Сюда, соответственно, некоторые люди, если захотят, можно поставить прицельные какие-то Ну, есть приспособления. кронштейны, да, опять же, я их видел в теории, как бы даже на наши ружья, Ага. на эти ежи, на эмерки. Ага. Но к нему я их не видел, опять же. Ну, я считаю, что они тут и не нужны, потому что короткий ствол, ребят, повторимся, пулевая стрельба уже будет достаточно сложная вещь, потому что просто не успевает пуля нормальную траекторию принять, скажем так, и начинает немножко там шалить по выходу из ствола. Соответственно, кому нужно будет охотиться пулей, да, на дальнее расстояние, лось, там, наверное, что у нас, кабан. Ну, это уже другие ружья. Это другие ружья с длинными стволами, 760, ну 710, наверное, хотя бы. Жень, здесь стволы не сменные, ствол один идет. Он один у меня, но вообще, как бы, если искать информацию, то есть сменные стволы. Есть длинные, тоже 700 какой-то ствол Ага. к нему там есть. Ну, то есть Здесь, что было в базе, вот оно. Бинелли такое об есть. этом позаботились, скажем так, что, наверное, и модификация бывает с длинным стволом, может Есть, быть, да, каким-то. да. То есть они продавались вообще в разных модификациях, насколько я нашел информацию. Ага. С разными стволами. И, по-моему, даже по несколько стволов было в комплекте. Вот, это вообще круто, как у Ремингтона, там тоже у него бывает комплектация, там 3 ствола сразу идет, ну, грубо говоря, пулевой, с чоками там и такой обычный цилиндр короткий. Вот информацию я нашел, что да, есть стволы со сменными чоками. Здесь Класс. стандартно. Класс. Ну, то есть, условно, если кто-то фанатеет от Бинелли, все это можно найти, посмотреть Да, всё. где-то, нарыть. Жень, покажешь, как разбирается? Ну, примерно. Здесь, в принципе, все просто. Откручиваем подствольный магазин. Ага. Пружинку, удлинитель. Пружину. Ага. Все, ствол снимаем. Ствол готов к чистке. Угу. Угу. Чтобы снять затвор, вообще родная гайка вот здесь, которая ставится, она идет со специальным пином, которым вот эти две оси выдавливаются. Снимаешь? Ты снимаешь или нет, Серег? Да. Слушай, как просто все, Жень. Ну, когда с собой родная башка, это проще. Все, мы их достали. Полностью Ух ты. достаем. Класс. И извлекается затвор. Все, ружье разобрано. Можно Шикарно. Все можно почистить, да, протереть. чистить. Девушки любят ласку, оружие, чистку и смазку. Правильно. Покажи обратно, как запихивать. Серег, Вот подснимешь? затвор вставляется. Здесь у него
Штатные направляющие. Ага. Так. Все, встали. Ага. УСМ. Берем УСМ целиком. Класс. Пины разные, то есть их не перепутаешь. Шикарно, тоже классно. Вот, казалось бы, мелочь такая, да, приятно. А я перепутал. А да, Женька перепутай, пожалуйста. Ну, просто ты второй не вставишь. Ага. Один меньше, второй больше. Классная Всё. идея, на самом деле. Шик. Все. Курок спустил. Ага. Ну или так. Ага. Все собрали. Жень, я предлагаю перейти к подстрелушкам. Постреляешь, потом я уже возьму, постреляю и сделаем, да, определенные какие-то выводы. Да. По нескольким пунктам. Пожалуйста. Погоди, очки. Сейчас. Человек очки хочет. Думает о мерах безопасности. Ну что, здесь все просто. Отводим затвор назад. Окно очень большое. Кидаем патрон. Главное, не капсулю вперед. Ага. Он залетает. Все, закрыл. Все мягенько, все просто. Ага. Берем еще патроны. Магазин. В чем плюс? Лоток залипает у него. Класс. То есть лоток залип, патроны дослал. Шикарно, нифига себе. Все, ружье готово к стрельбе. То есть никаких острых краев, как у нас, да, ничего пилить напильником. Все мягенькое, пластиковое, ничего не закусывает. Блин. Поехали. Шикарно. Двенашка. Шикарно. Ты посмотри, что, класс. Мишень в труху. Ага. Ага, видишь, здесь неудобно так, здесь сверху удобней. Так, пробуем. Блин. Класс. Нежненько. Вообще. Женя, я тебе потом свою марку дам. Это что такое вообще? То есть, ребят, чтобы вы понимали, вообще усилий никаких. То есть я вот тоже на соревнованиях, Жень, по 2 заряжаюсь с этой штуки. Тут просто раз, все. Шикарно. Ну давай попробуем бахнем. Так, ну интересно, ладно. Кстати, я теперь в каждом видео буду делать примерно 20 выстрелов с любого оружия, да, чтобы было хоть, ну, малейшее понимание. Ну, 10 вроде мало, там 40-50 уже как-то и по деньгам дороговато. 20 такая оптималочка. Так, вкладка. Блин, мне удобно, Жень. Так, выстрел. Шикарно. Как тебе перезарядка? Кайф. Кайф. Сейчас у тебя будет записка, как ты заряжаешь. Смотри, уф. Сейчас выстрел, она прям раз. Ладно. Да давай же дострельнем, что? Стреляю. Так, подводим, значит, итоги. По вкладке мне понравилось, ставим 5 однозначно, все удобно, как-то так продумано. По скорострельности тоже 5 100%. Вот этот вход же мягкий, это вообще, Это шикарно. это 100% 5. Но подводя итог, в общем, мне ружье вообще не понравилось. Вот серьезно Опять говорю. отдачи нет. Отдача есть, просто вообще не мое. Я не знаю, с чем это связано, да. Я стрелял с турецкого, Жень, в тот раз ружья. Вообще, Видел я, да? блядь, оно мне понравилось, если честно, больше, чем вот это. Я не знаю, как это объяснить. Это просто мое личное, субъективно, конечно. да, субъективное мнение. Но все плюсы мы сказали. Круто вообще, просто круто. То есть это такая скорострельность на соревнованиях может быть, но в принципе, что мы на Жениных и видим всегда, как он выступает. Все, ребят, подписывайтесь, не забывайте. Хотите помочь каналу, пожалуйста, там ссылочки в описании. Будем встречаться. Женя, говорим большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока.